речка выглядит вполне дружелюбной, не так ли? Но если бы здесь не было памятных знаков и монументов, и ты ничего бы не знал об этом заранее, ты бы так и думал, что это просто обычная белорусская река. Но в Беларуси нет обычных рек, бро. А это так и вовсе река-убийца. Вон купаются, загорают люди, мимо плывет радостный кораблик. Потому что лето, отпуск, солнечный денек. Но именно здесь, после неудачного купания в конце ноября, осталось около 50 тысяч человек, замерзнув в этих лесах, оставшись в этих болотах, утонув в этой холодной ледяной воде. Они пытались построить мосты, разобрав домики окрестных деревень. Они пытались по ним пройти, но ничего не получилось. А у кого что-то получилось, тех поглотили болотистые берега, холмистые леса и прилетающие со всех сторон пушечные ядра. Их руководителю удалось сбежать, но 50 тысяч ребят осталось здесь. Так закончилась великая легендарная армия Наполеона. Река Березина, Беларусь, Борисовский район, деревня Студенка, деревня Брели. Саня как-то сказал мне: «Витек, поехали, у меня там дом, там клево, прокатимся, классный лес, классная речка». Итак, ребятки, я Виктор, это мой друг Саня, поехали. Погнали. Топ-топ, ах зачем я иду по лесу, ведь это не моя вина, что моя бабушка больна. Пирожки с повидлом брякают в корзине, ах, лучше бы я в полюшке подорвалась на мине. Выбора нет, позади Москва, а я слишком молода, чтобы отвечать за слова. Да я слишком молода, чтобы отвечать за слова. Ну давай, езжай. Да я слишком молода, чтобы отвечать за слова. Спаси меня, спаси меня. Вот предо мной новый вор встает, что готовит мне на ужин этот новый поворот. Я хочу бежать, а в ногах иголки, я слишком молода, чтоб перевариваться волком. Я слишком молода, чтоб перевариваться волком. Слишком молода, чтоб перевариваться волком. Я не помню, чем же все закончилось в натуре. Тем более, что я не силен в литературе. Я только знаю, что ей уже не страшно, а остальное мне уже не важно. Остальное мне уже не важно. Спаси меня.
в интернете уже посмотрел указатель. Почитал, что у Наполеона был какой-то клад, там сколько-то килограмм серебра, 300 килограмм золота, награбленное в Москве. И его так до сих пор и не нашли. Там налево. Ой, тут ты уже не заблудишься. Езжай, я за тобой, чтобы мне в кадре нужен человечек. У нас же это коллективное творчество. Очень зачетно велотуфли твои просто смотрятся.
Что-то мы давно не падали. Ну, блин, ну как так ездить, наверное? Тут еще такая полевая дорожка с песочком, самое то. Наполеон-то не смог, потому что у него велика не было. Но... Там налево какой-то пляж есть, по-моему, да? Опа. Давай на это, на синенькой. «1812 год. Ребята пытались переправиться в течение 3 дней, но были повержены. Вот так это выглядит в живописи того времени. Это деревня Студенка. Именно здесь парни пытались штурмовать реку. В этом самом месте было построено 2 моста. Один для переправы людей, другой для переправы техники и оружия. Жизнь мостов оказалась очень недолгой. Жизнь легенды гораздо длинней. Или смерть. Это летние пейзажи. Но дело было практически зимой. Недостаточно холодной, чтобы река покрылась льдом и болота поймы замерзли. И недостаточно горячей, чтобы загорать, когда у тебя на хвосте огромная армия противника. Просто подойдите как-нибудь зимой к реке без гидрокостюма и лодки и попробуйте ее перейти. На переправу у ребят было всего 2-3 дня, включая постройку мостов. Все, кто строил их стоя по грудь в ледяной воде, погибли практически сразу. Было очень холодно. Остальных затормозили труднопроходимые болотистые луга и град пушечных ядер. Потери со стороны французской армии за эти пару дней составили около 50 тысяч человек. Армия прекратила свое существование. Прошло более 200 лет. Зимы стали мягче, люди, наверное, тоже. А река все та же. И даже теперь, в декабре 21 века, на этих берегах чувствуется некая необъяснимая мощь. Вы все поймете, когда, побывав на Брилевском поле, в деревне Студенка, попробуете спуститься к реке. На самом въезде в деревню сбоку в поле стоит этот монумент. Не в честь врагов или друзей, а в память обо всех погибших людях в те дни. Стоит одиноко, будто бы ему совсем не важно, видят его или нет. Ему важно только лишь быть частью пейзажа и частью времен. А внизу в деревне, в тех самых местах, где стояли мосты,
есть два памятных столба. Итак, 3 минуты декабрьского молчания. Я знаю эту реку с детства. У меня деревня на ее берегах в нижнем течении. Я люблю ее всякой, но веселой она мне нравится больше. Спасибо Сане за приглашение и за компанию. Спасибо Юрию Ковалеву за эту потрясающую песню про Красную Шапочку. Металлике за прекрасную тему для концерта, бас-гитары и фортепиано. Я знатно попотел и чуть не стер все пальцы. Тебе спасибо, невидимый попутчик. И я Виктор. Пока.